Есть среди аниме целый пласт тех, первоисточником которых является визуальная новелла. Есть среди визуальных новелл целый пласт тех, где вроде все начинается обычно, непринужденно. Герои занимаются своими повседневными делами, развиваются сюжетные линии, а потом в какой-то момент, когда вы этого совсем не ожидаете, оказывается, что визуальная новелла на самом деле «Бесконечное лето» или другие любимые многими шиза-тайтлы. Но даже среди них есть не просто алмаз, а настоящий изумруд. Благо его не просто огранили, а еще и отполировали. И адаптировали в аниме с оценкой 5,5. Сразу видно, мультфильм перспективный, многообещающий. Это нужно смотреть. Только не забывайте, держите в голове, какого именно формата сегодняшний тайтл. Знайте, что даже если в моменте вам стало невесело, нужно дождаться той самой минуты, когда наступит настоящее веселье. А оно наступит. Там прям фатальная резня будет. Это я вам обещаю. Каждый день школьный школьничек Макото Ита ездит на метро на учебу. Но не просто так. Однажды он заметил, что с ним в один вагон всегда садится еще одна ученица. Зовут Каноха. Я тут насрал с именем, ее зовут по-другому, и поэтому будем считать, что я прав, ее буду звать Каноха. А так вы теперь знаете правду, как ее зовут. Зовут Каноха. А откуда ГГ об этом знает? Неважно. Да, впрочем, он вообще все о ней знает. И в каком классе учится, и чем увлекается, и где живет. И вот еще надо пару фотографий на память сделать, чтобы созерцать объект своего вожделения в свободное от поезда время. Ну, короче, главный герой такой, знаете, чисто среднестатистический подписчик моего канала. Уверен, каждый из вас занимается тем же. Я потому что тоже, когда домой еду, прям затылком чувствую, как меня кто-то со стороны фотографирует, потому что я самая красивая. Еще у Горемычного есть одноклассница Сэкай, сидящая за одной партой и особо интересующийся тем, что ж там у молодого за фотография в телефоне. И ну вы представляете, какое совпадение. У соседки тоже с головой не все в порядке. Потому она сразу поняла, что фото сделано специально ради великого ритуала любви. Мол, если много думать о том, чего хочешь, это обязательно произойдет. Да, друзья, это вы сейчас думаете, что это удел всяких там бизнес-тренеров, мечтать о мечтах и исполнении желаний. А тогда, в 2007-м, когда аниме выходило, представьте, люди реально в это верили. И я верю до сих пор. И вот хочу вот столько вот подписчиков на ютубе. А еще у Горемычного есть одноклассник Тайсуки, по совместительству друг детства, который тоже неровно дышит Канохе, но даже не подозревает о чувствах главного героя. Потому и позволяет себе как-то сильно кучеряво о внешнем виде дамы сердца выражаться. А он и не догадывается, что в этот момент испытывает ГГ. Предупреждаю, к моменту первого сюжетно важного появления этого персонажа вы уже о нем забудете. В целом, романтический квадрат уже вырисовывается. Не хватает только, чтобы Сэкай тоже была в кого-то влюблена. Но вы это, подождите. Она быстренько с подругой подружится, совместный обед с главным героем организует, на крыше их вместе оставит, чтобы начались такие какие-то романтические подвижки. И они реально начнутся, потому что на следующий день, бац, и Горемычные уже встречаются. Ведь оказывается, не только он любил ее, но и она тоже любила его. Заметила, прикиньте, как он постоянно в сторону смотрит и тоже начала за ним смотреть. И ну так все хорошо, так все классно. Одна серия прошла, а главные герои уже нашли друг друга. Но Сэкай под конец дня просто взяла и жестко засосала Горемычного, ну так, чисто в знак благодарности за предоставленную помощь. И все, поехала домой. А молодой остался с таким неприятным осадком на душе и привкусом во рту. Теперь понятно, почему ей светит только куколдизм. Надо было всего-то почистить зубы. Или не сводить мальчика с девочкой, который тебе нравится. Ладно. Наступил день первого официального свидания Горемычных. Свидание, конечно, да. Думаю, вам даже по этому анимешному лицу понятен абсолютно весь спектр эмоций главной героини в данный момент. Мало того, что они что-то весь день ходили туда-сюда, занимались непонятно чем, так под конец Макото еще и захотел мощный засос. Ну, благо поезд раньше уехал. Главный герой, правда, так и не понял, что же сделал не так, где же допустил ту роковую ошибку. Как хорошо, что подруга всегда готова помочь, поддержать, снабдить не только советом, но и билетами в кинотеатр. Потому что вот эти все походы по сомнительным магазинам не круто. Но зато кино вообще ошалеть, какое крутое место для свидания. Честно вам скажу, не верьте этому анимешному обману. Кино отличное место, чтобы попкорном похрустеть и пальцы потом мерзкие липкие были. Больше ни для чего данное заведение не подходит. Но Горемычного уже не остановить. Он уже настроен на победу, на свершение. И раз подруга
подруга сказала, что Каноха просто стеснительная очень, значит, реально надо брать все в свои руки и в кульминационный момент фильма таки оформить лютый обмен слюной. К счастью, вместо этого Ита просто получил по лицу. Вот тут правильно, полностью поддерживаю туда его. Как думаете, после подобного он снова ничего не понял? Слушайте, вроде даже немножко осознал. Как-то там извиниться попытался, говорит, ждет на станции после учебы, больше не будет торопить события, мол, все будет хорошо. Лишнего больше позволять не будет. И вот тут уже я ничего не понял. Стоило Горемычной перекинуться с подругой парой слов, понять, что подруга-то, оказывается, тоже неровно дышит в отношении ГГ. Так все, ее резко переклинило, она на перрон примчалась и чуть не съела молодого. Одним словом, романтика. А если вы задаетесь вопросом, где же то самое жесть, капец, аниме? Подождите, пока все мирно, чинно, но скоро начнется резня. Сейчас приготовьтесь, будет грустная история. Горемычную гнобят в студсовете за то, что вместо работы с кипой бумаг она проводит время со своим парнем. Спросите, а чё она не ливнет из студсовета? А я не знаю, но ситуация очень грустная. Прям вообще видно, она сразу загналась по этому поводу. Даже потом в поезде с Горемычным нормально не пообнималась. Так, чисто, отстраненно постояла, без удовольствия. Тут, конечно, молодой, как обычно, ничего не понял. То ли он опять чем-то обидел, то ли другие какие-то проблемы у возлюбленной. Но, с одной стороны, она сама сказала, что проблем нет, а с другой стороны, Сэкой говорила, что сам Макото проблема, и не стоило опять проявлять инициативу, всему свое время. Или хотя нет. Вот тут Каноха спокойно на обед пришла, в этот раз героя не избегает и даже на вопрос честно ответила. Мол, ничего такого во вчерашних объятиях не было. Ну, было и было. В общем, происходит ровно ничего. То есть прям просто герои что-то ходят туда-сюда, суетятся, кто-то что-то обсуждает за спиной, не за спиной, но сюжет пока никуда не двигается. Благо, наконец-то, случилось качественное изменение. Ита пришел к Канохе в гости, чтобы познакомиться с ее младшей сестрой. Ситуация на самом деле страшная. Надеюсь, вы помните, какой из себя человек и персонаж этот самый Горемычный. И, ну, честно сказать, я бы несколько раз подумал перед тем, как его в дом пустить в принципе. А тут он еще и с младшей сестрой познакомиться хочет. Странно все это, сомнительно. Ну ладно, вроде бы день прошел без негатива. В игры поиграли, чаю попили, до поезда сходили. Только в этот раз без засоса. ГГшка чисто в щеку поцеловала и разбежались. И опять у Горемычного остался некий осадок. Странная ситуация. Вчера в десна, а сегодня вот это. И ведь даже непонятно, кто во всей этой истории больше сумасшедший. Я. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов. Через несколько минут в аниме случится то, чего мы все так долго ждали. Все, что прожито, что сделано прежде, вся та 1000 слов была только ради этой минуты. Хочешь, научу? Будет у тебя особая тренировка, я с тобой позанимаюсь. Уж я тебя поднатаскаю. Да, а потом они чуть не поебать на крыше. Не, ну а чё такого? Она же сказала, что это будет просто тренировка, ничего серьезного, значит не считается. Да, главный герой так все и понял. Так и думает, что ничего плохого после такого ну точно не случится. И нет ничего необычного в том, чтобы при живой жене немножечко на полфедора потренироваться. А кто выйдет победителем в этой ситуации и хотя бы реально останется живой, мы сейчас и узнаем. А дальше будет хуже. Ты чего, живот болит? Нет, думаю, что мне теперь делать? Да, прикиньте, до него походу дошло. Что мне теперь делать? Желательно, конечно, нести ответственность за свои поступки. Как говорится, любишь медок, люби холодок. Не тот счастлив, у кого много добра, а у кого жена верна. Муж в Тверь, жена в дверь. Собственно, напомню вам, что в аквапарке просто охуенно. А это значит, что чем бы герои там ни занимались, ни к чему плохому это не приведет. Уверяю вас. Но стоит им выйти за ореол счастья и радости, как тут же наступит лишь грусть, печаль, страдания, душевные терзания, встречи, расставания, любовные признания и поцелуи под дождем. А Горемычная тем временем дома сидит, на фото глядит, сестренке обещает, что Горемычный обязательно посетит их в выходные. Ну, план ведь уже намечен. Казалось бы, что может пойти не так? Мама скоро придет. Ой, мама пришла. Вот, кстати, теперь они прям поебать на полного Федора. Пойдем ко мне после работы. Опять тренировка. Ну ладно, почему бы и нет? Действительно, а что такого? Никто ж не видит. Значит, никто не узнает и никому не скажет. Ну а сам Горемычный говорить пока не торопится, потому что всему свое время. Да, наступит день, наступит час, и он точно обязательно признается ГГшке, что на самом деле любит другую. День наступил, правда, Каноха сама лично обо всем узнала.
А, нет, простите, она подумала, что обозналась, показалось, ну мало ли, сколько людей, похожих в одной и той же школьной форме. Поэтому Горемычная все еще любит его. Вон даже вязать учится, чтобы подарок подарить под Новый год. Но он герой какой-то, ну, не такой, а какой-то отрешенный, незаинтересованный. Раньше все по-другому было. Ну ладно, не буду вас долго томить. Спустя целый эпизод хождений по мукам, ГГшка таки узнала страшную правду. На крыше тренируются. И без нее. И тут еще музыка такая грустная на фоне, и клубок упал, и он красный, символы, аллюзии, со смыслом типа по-умному. Понимаете? И еще поезда ездили в каждой серии, типа встречи, расставания, путь, дорога, разрыв путей, связей, возможно, половых. В каждой серии. Очень глубоко, очень для умных. Почему Макото занимается этим с Сайнодзе? Действительно, почему? Если у вас есть предположение на этот счет, напишите в комментарии. И подпишитесь на канал. А то я вот тоже думал, но не понял, почему. К слову, вот вам интересный факт. У Сэкай все это время была подруга, которая желала подруге только лучшего. Ну и тут она взяла, да и удалила Горемычную из телефона ГГ. Просто аннулировала. Нет больше ее. Заблокировано. Но ничего, не все еще потеряно. Достаточно просто потерпеть, подождать. И точно отношения наладятся. Точно. И остальным ребятам в школе нужно обязательно говорить, что никто ни с кем не разрывал контакты. Что они все неправильно думают, сплетни распускают. И представьте, жизнь действительно наладилась. Главный герой контакт разблокировал. Звонки теперь доходят, но на порог почему-то пускать не стал. Болеет, говорит. Однако лишняя пара обуви на пороге намекает на другое. Случится ли из-за замеченной детали развязка? Конечно нет. Ну раз болеет, тогда Катаноха пошла домой. Выздоравливай, увидимся в школе. А еще, кстати, насчет танцев в конце фестиваля подумай, могли бы мы вместе поплясать, все-таки пара, да? Ведь да? Пизд. Тут уже Сэкай тоже не выдержала, не захотела на тренировку оставаться. В спешке из дома выбежала, а на выходе кто? Ну, что-то пока несерьезный удар какой-то. Между тем, фестиваль, тот самый, о котором недавно шла речь, прошел. Вроде даже без инцидентов, но все равно говно какое-то. Что это? Какие-то зомби, куклы ростовые смешались в кучу, кони, люди, вообще непонятно, что происходит на экране. К счастью, все закончилось. Наступил вечер, пора увозить реквизит. И чтобы скучно по пути не было, подруга подруги решила рассказать о своем скором отъезде за границу. Это чтобы Горемычный знал, что она больше не сможет поддерживать Сэкай, а значит теперь он обязан заботиться о своей любимой любви и ни за что, ни на кого ее не менять. Хотя, напомню вам, так-то чел до сих пор не определился, что ему важнее, тренировки или первая возлюбленная. Впрочем, это уже не важно, потому что главная новая актуальная проблема: в квадрате добавился угол. Виной всему один старый давний случай, когда еще на вступительной церемонии Горемычный пожалел девочку, дал ей платок и посоветовал стать старостой. И она реально стала. Но вот что с этим дальше стало? Неудобно как-то получилось. Ну как она так каждый раз оказывается в нужное время в нужном месте? Удивительно. Хотя, знаете, даже хорошо, что главный герой в этой сцене был спящим. Мне кажется, он тут вообще существует лишь для того, чтобы главные героини бесили друг друга. А герой, в принципе, принимает участие или нет, без разницы. Друзья, тревога. Оказывается, у школьного фестиваля есть еще второй день. Хотя начало у него будет вполне себе неплохое. А если кто-нибудь увидит? Так ведь нет никого. Наконец-то! Заслужил А то стоит тварь, еду готовит и руками лезет куда ни попадя. Вы бы хотели, чтобы вот так вот повар в ресторане перед тем, как блюдо подать, наблюдил туда. Вот именно. Снова хочу вам рассказать интересный факт. Все это время над Горемычной смеялись 4 одноклассницы. Кибербулили ее прям при каждом удобном случае, негатив сплошной. Но все это лишь потому, что одна из квартета тоже, прикиньте, влюблена в ГГ. Удивлены? Я, например, да. Очень. Вообще не понимаю, что они все липнут к этому главному герою. Он же даже вообще ничего не делает. Тупо статист. Что-то ходит туда-сюда, обратно, но зато всем нравится. Я тоже так хочу. Подписывайтесь на Бусти. Ладно, теперь о хорошем. Второй финальный день фестиваля. Ура! Победа! Закончился. Тайсуке, тот самый друг Горемычного, откровенно признался Катанохе, что она коза рогатая, а Горемычный Сэкай мощно натанцевали у всех на виду на всеобщее признание официальности их отношений. Спросите, где же две другие влюбленные в Горемычного? Ну, одна скоро за границу уедет, а другую он отшил. Но ради процесса В общем, все эти женщины нужны не только, чтобы раздражать друг друга, но и зрителей заодно, чтобы был эффект полного погружения. Реализм. Круто. Авторы реально постарались, я прям почувствовал, как всех ненавижу.
Ладно, вру. Вас, дорогие подписчики, я очень люблю. А еще больше люблю своих бусти подписчиков. Их я прям обожаю. Но в то же время в аниме нашелся единственный человек, которого никто не любит. Тайсуке после приятного вечера с Катанохой стал ей просто не нужен. Вот так, поматросила и бросила. Саванага, я ничего к тебе не испытываю. Прошу, забудь о том, что вчера произошло. Прощай. То есть, после всего уже произошедшего, она до сих пор надеется на счастливую развязку отношений с Горемычным. Но этого мало того, что не будет. Больше скажу, будет такая завязка и закрутка событий, что Тарантино позавидует. Значит, смотрите, помните, что староста целовала Горемычного? И вот теперь ему об этом рассказала ГГшка. Но чтобы было, староста снова засосала молодого. А потом он после такого внезапно пошел, да и еще раз потренился с подругой детства в подсобке. Но все это слышала староста. Поэтому перед отлетом за границу пришла, чтобы потребовать верности в отношении подруги. Либо наоборот, разрыва. Чтобы никому обидно не было. И дабы герой согласился, можно пойти на многое. Даже можно сказать, на все. Только это еще вообще не все. Как вы видите, в комнате признаний была спрятана камера. Сэнпай, разве это можно показывать? Да. Вот здесь уже реально 10 из 10. Просто абсолют синема. Действительно то, чего не хватало произведению. Развязка настоящая. Я плакал, когда какал. А потом Катаноха с Секай на мосту по пути на хату Горемычного встретились. Одна вообще ничего не понимает, другая уже ничего не чувствует. Так и живем глубоко. Ты флиртуешь с кем-то еще? Только с тобой. Ты и правда мерзкая личность. Так же, как и ты, ведь так? Друзья, я думал, что этому произведению меня уже нечем удивить. Но нет. Он, оказывается, еще и эту т***ает. А еще вот с этими всеми одновременно. Да-да. И знаете что? Даже это еще не все. Не может быть. Ура, мама в 16. И теперь об этом все знают, потому что Секай резко вышла из депрессии, пришла в школу и рассказала о том, кто на самом деле отец. Да уж, после такого перформанса перед классом остальные пассии как-то резко стали отстраняться от ГГ одна за одной. Разговоры в народе пошли негативные. Никто больше не хочет ложиться под Горемычного. А у него от этого реально горе. Горят, понимаете, яйца, ну горят же. Говорят, чудеса случаются под Рождество. И правда, чудо! Прямо в канун праздника, рядом с елкой, вот так неожиданно, молодой повстречал свою первую любовь и признался. Признался, что всегда любил ее, и нужна ему именно она. И ну так он ее любит. И тут, представляете, у Горемычной глаза заблестели, боль прошла, негатив исчез, прям реально праздник. Счастья, здоровья, долгих, что называется, лет жизни. Ровно до появления еще одной согласной мощно потренится. Макото, пожалуйста, приходи. Макото, ты правда не понимаешь. Во мне, Макото, именно твой ребенок. Да, я правда уже вообще ничего не понимаю. Я думал, они типа не общаются, но нет, вот она не только ребеночка ждет, но и самого героя на ужин. А чё он тогда страдал-то, если дома жена есть, стол накрыт? Почему горел-то? А, не, все, я понял. Поезда это вот про путь, дорогу, про разлуку, про расставание, про разрыв, про вот это все, понимаете? Да, я все понял. Скажите, кто тоже все понял? Это уже отсылка или еще нет? Ладно, пора подводить итоги. Секай брошена и не нужна, потому что Макото снова с Катанохой. И вообще, он всегда делал все ради их любви. И даже похождение налево, все было ради нее. Но одного Горемычный по итогу не учел. В этом произведении все персонажи наглухо отбитые, прям без катушек, просто слетевшие, офонаревшие. Поэтому Секай при первом же удобном случае вместо обещанного тет-а-тет разговора о том, как она успешно сходила в клинику, просто взяла нож и использовала его абсолютно не по прямому назначению. А потом еще и Катаноха тоже проверила свои навыки по разделке на практике. Но на практике оказалось, что никто беременным не был. Какой из этого можно сделать вывод? В японских школах всем плевать на то, что происходит с учениками, а родителям полностью безразличны их дети. Я иначе даже гипотетически не могу представить, как можно оправдать весь произошедший сюжет. И ведь вроде бы все стандартно начиналось и даже продолжалось вполне себе классически для любовного многоугольника. Но то, в какую кроличью чехарду все превратилось, вызывает по меньшей мере удивление. А по правде я просто в ахуе. Никому не пожелаю попасть в подобную ситуацию. Ни на одну из сторон конфликта. Ну, разве что другу главного героя еще повезло. Его жизнь, в отличие от некоторых, продолжается и не заканчивается. Впрочем, есть еще один тайтл, где вообще все заканчиваются, где там прям лютая жесть. Эйфория называется. И как раз о ней, представляете, я уже выпустил ролик на Бусти. Так что донатьте.
мне. И я за это даже готов сказать спасибо моим любимым, самым лучшим и большим подписчикам Бусти. Вексия, типичный статист, Максим Акимов, Иван Суханкин, Доминатрикс. Пока.